Если корень, свет и сгустки остались, то изменилось ли само пространство там, где они остались? Само пространство есть то, и в том происходит уплотнение или изменение, ибо изменяется субстанция. Пространство изменилось, так как потенциальные силы, заложенные законом эволюции, начали свое действие. Образовался единый корень, который воспринял свет и превратился в сгусток будущего мира. И эти силы, корень бессмертия, превратили в корень жизни. Что значит энергия импульса творящего? Откуда она берет начало? И как проявляется во Вселенной и в человеке? Не было начала и конца этому импульсу. Этот импульс есть не что иное, как вечная жизнь. И импульс этой вечной жизни дает толчок дыханию, именно вздохом и выдохом. Энергия импульса творящего – это три силы, слитые вместе. Они стали единым источником движения или дифференциации. Во Вселенной ассимиляция энергии импульса творящего дала движение свету. Это движение и есть лучи творящие. В человеке эта потенциальная творческая энергия проявится тогда, когда человек научится летать мыслью. Единый свет – это и есть лучезарный свет? Единый свет не есть лучезарный свет, ибо единый свет сигнализируется тьмой, ибо он есть тьма для чувствующих разумов. А лучезарный свет есть не что иное, как потенциальности движущей мощи того света тьмы. Единый свет становится светом лучезарным, когда произошла ассимиляция творческим импульсом. Капля амриты содержит уже в себе движение. Значит ли это, что движение не существует без амриты? Капля амриты, безусловно, содержит в себе движущую силу. Эта движущая сила является устремлением для феноменального мира сознания, то есть для человека, для Вселенной. Она несет ту силу движителя самой амриты, которая символизирует бессмертие или вечную жизнь в ее продолжительности. И в силу этой продолжительности человек может обрести бессмертие. Поэтому амрита еще называется напиток бессмертия. Движение здесь просто символ жизни вечной, вне вечности. Капля амриты – слияние трех сил. Это слияние и дает импульс движению, которое в своей сути предопределяет понятие бессмертия, так как смерть есть жизнь на другом плане, и так до бесконечности. Капля амриты оживляет чашу. Главное – донести эту чашу нерасплесканной для других. Если возможно сохранить единый свет для Манвантары, то кто должен сохранить человек для своей эволюции? Единство света имеет представление свои Пралае и Манвантары. В Пралае этот свет в накопленном своем состоянии растворенности присутствует в виде продолжительности вот этой вечной жизни. В Манвантаре же этот свет начинает эволюционировать. И апофеозом эволюции этого света становится человек. Именно человек в себе содержит космос, природу и выражает через человеческое сознание. Именно этим и эволюция происходит субстанции света. Сохранение света латентного в Пралае дает высшую логику эволюции, что есть гармония Вселенной. Если бы не был сохранен свет, то нечему бы было эволюционировать. В человеке это монада. Когда дух кристаллизуется в материи или в мире форм, или в человеке, он раскрывает свой потенциал и накопляет разум. Это и есть сохранение монады. Тело огня и воды, отца и матери – это соединение двух противоположностей? Тогда почему это Люцифер? Разве Люцифер не есть низшее проявление? Тело огня и воды, или отца и матери,
безусловно, создают полюсность. И в этой полярности Люцифер – явление синтеза, соединения духа и материи, отца и матери. Поэтому Люцифер здесь символизирован как творящая мощь. И что в проявленном мире, что в духовно непроявленном мире, творящая мощь как небо и земля, просто как полюс, север и юг. Они лишь только создают возможность соединить, синтезировать дух-материю. В дух-материю превратив дух и материю, огонь и воду. Люцифер изначально силой своей высочайшей энергии явил первоначальный свет через тело огня и воды, отца и матери, которые есть протагонос. Люцифер явлен сам собой как логос, но он отказался вместе с другими высшими братьями строить миры и отделился. И в этом разделении явил низшее. Это низшее в человеке есть низшее эго, которое все разделяет, и оно является противником высшего. Чем отличается радость земная и радость высшая? Отличие радости земной и радости высшей лишь только в качестве проявления. Но сущность их едина, потому что радость, она прежде всего создает возможность. Радость создает устремление жить, совершенствоваться. Поэтому что высшая радость, что земная радость, суть одно – радость. Радость земная – личностная, радость высшая – безличностная. Что значит лик бездны? Как это можно представить? Лик бездны можно представить себе в виде того, что человек, увидев бездну своего невежества, ужасается, и происходит от этой бездны оцепенение. Это оцепенение переживается человеком очень мощно. Это равносильно, что оно придает переключению человека от плотного состояния сознания к возвышенному, небесному, невидимому, надземному. Вот это переключение происходит в этом ужасе. И, конечно же, происходит устремление к познанию самого себя. Лик бездны – это свет во тьме, где лик – это свет, а бездна – тьма. Если не существует объятия тьмы, значит, существует объятие света? Мы должны подразумевать под объятием света озарение. Озарение символизирует это объятие. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если во тьме есть свет, значит есть жизнь. И тьма не объяла его, так как наступил цикл, и тьма исчезла. Это свет растворил тьму, и появился лик. Если высший эфир рождается движением, то можно ли утверждать, что низший эфир – это есть прекращение движения? Высший эфир или низший эфир – суть носители чего-то. Носители, значит, они постоянно находятся в движении. Эфир – это информационное поле. Оно всегда находится в вибрирующем состоянии звука. Значит, что низший эфир, что и высший – суть одно, имеющее движение. Эфир – светоносная субстанция. В низшем проявлении Земля, в высшем – Акаша. Именно там рождается движение. Ведь в движении заложена новая возможность, и в движении легче найти ритм. Истинный ритм, когда разумно мыслящий приближается к ритму космическому. Тогда человек может стать проводником этой светоносной субстанции. Источник электричества есть оккультное электричество. А что это значит? Источник электричества или оккультное электричество есть магнит, созданный полярностью, которая создает дуальность. В этом и есть понятие оккультного электричества. Сила Акаши есть оккультное электричество, так как это источник жизни, резервуар всех энергий, как движущая сила всех изменений в материи.
Так сказать, в момент жертвования Акаша насыщается этим духом Брахмы и на время становится самой Брахмою или носителем этого космического вечного движения. Оккультное электричество есть само вечное движение, а его токи есть не только электричество, оно есть и магнетизм, чувство, мысль, жизнь. То есть оккультное электричество выражается на нашем плане просто как проявление движения или самой жизни. 3 негативных и 3 позитивных состояния природы. Что в человеке представляют эти 3 вида? Какие качества? 3 позитивных качества в человеке. Есть символ сознания – атма, будхи, манас. Символизирует высший треугольник. А негативный символизирует низший треугольник – это низший манас, астральное тело и эфирный двойник. Это суть низшая триада. Одно возвышает человека, а другое формирует мысль человеческую. Поэтому негативного и позитивного в оккультной природе не существует. Есть необходимость. Согласуется она всегда с условиями, положением и временем. 3 негативных состояния природы – тьма, холод и пустота. В человеке тьма – это невежество, холод – это закрытое сердце, а пустота – отсутствие движения. 3 позитивных состояния природы – свет, тепло и природа. В человеке свет – это знание, тепло – это сердце, а природа – это движение разума. Если вес или хаос есть притяжение и отталкивание, то есть ли где-нибудь пространство, где нет ни притяжения, ни отталкивания? Вес или хаос, конечно же, имеет в себе притяжение и отталкивание. Иначе невозможно проявление. Но в Манвантаре это активно работает сила притяжения и отталкивания. А в Пралае эти силы латентны. Есть такое пространство, где нет ни притяжения, ни отталкивания. Такое пространство – это центр Солнца. Интересны вычисления формулы воды и огня. Но разве они могут быть равными? Не значит ли это их полное исчезновение? Вода и огонь, другими словами, дух и материя, в своем уравновешенном состоянии или равности имеют все свойства и качества нисхождения и восхождения, что позволяет быть возможным для совершенствования всего сущего и несущего. Равность формулы воды и огня, или духа и материи, является число 99, или 11 девяток. 11 есть цикл Солнца, духовного, сокрытого, а видимым оно становится тогда, когда проявляется лик бездны. Можно ли творящий луч принимать, как, например, лазер, со всем его функционалом? Творящий луч, конечно, нельзя ассоциировать с лазером, ибо лазер – это инструмент творчества, а луч – сам Творец. Лазер есть усиление света посредством вынужденного излучения. Луч творящий – это сам свет в его множестве корреляций и вынужденного излучения, которого не может быть, так как творческая мощь – это естественное излучение психической энергии. Именно сердце живет психической энергией, которая является воздухом сердца. Что значит узлы нити Орианды? Для чего они даны и каково их предназначение? Узлы Орианды есть не что иное, как центры в человеке. Они, конечно же, даны для трансмутации и трансформации материи, одухотворяя ее. Фахат есть это нить Ариадны. Каждый узел – это мир или центр силы. Нить Ариадны – путеводная нить, сила ее фахат или творческая психическая энергия. Она оживляет центры силы – миров, звезд, солнца и человека, главное предназначение которого – открыть творческую силу или творческую мощь. В чем она может проявляться? В уплотнении этого света. Тогда человек может привести в действие свои мечты. Ведь
каждая мечта когда-то притворяется в действительности. Нить Ариадны – это сила для притворения мечты. Духовный или нервный импульс стал формой нервной системы Вселенной. А что за импульс построил нервную систему человека? Духовный импульс воздействует на природу человека так, что человек отзывается на эту главную ноту, как на камертон. И тогда человек настраивает себя на этот звук. Звук этого импульса состоит из 3 букв – АО. Нервную систему человека построил главный центр – сердце. Если Солнце Вселенной является главным центром, оно дает импульс жизни всему, что дышит и живет под его светом, так и сердце человека. Именно оно связывает все системы человека и обеспечивает жизнедеятельность. А оно способно передавать электрические импульсы или потенциалы действия. Главный потенциал действия сердца есть любовь. Если есть духовный иммунитет Вселенной, значит и человек также защищен. Тогда почему столько болезней вокруг и смертей? Вселенная защищена духовным иммунитетом, но иллюзия или великая майя, она как инструмент для сознания, чтобы создавать иммунитет, адаптацию, сохранение жизни в форме. Поэтому, как только появилось сознание, то согласно этому сознанию произошла и дифференциация. И дифференциация принесла импульс вот этой иллюзии. А иллюзия, в свою очередь, становится защитником, то есть способствует иммунитету человеческого сознания. Для чего это необходимо? Для того, чтобы равновесие не терять, гармонию не терять. И в этой гармонии развивается человек, развивается сознание. Страдание – следствие невежества. Значит, и это приносит человеку опыт. А опыт начинает сознательно создавать иммунитет. То есть каждое сознание сознательно создает свой иммунитет. То есть качество психической энергии развивает каждое сознание. Оно развивает мысль. В этом смысле человек становится творцом осознанного действия. Чтобы приобрести духовный иммунитет, человек должен стать прозрачным или чистым проводником для беспреградного движения световых потоков. И тогда трансформация или множественность света озарит каждую клетку, и человек станет Богом или приобретет духовный иммунитет. Волны потока, сложенные как узор, они стремятся вперед, и ничто не остановит их.